Здравствуйте, меня зовут Айгерим, я являюсь экспертом по ядерной и радиационной безопасности, а также лицензированию в области атомной энергетики. Я по образованию технический физик, закончила также магистратуру в Евразийском национальном университете имени Гумилева. После университета я работала в Комитете атомной энергетики в качестве эксперта по анализу и инспекции. По данной сфере я проходила обучение в Международном агентстве по атомной энергетике, то есть МАГАТЭ. По линии МАГАТЭ мы проходили различные семинары, тренинг-курсы, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Аргонской национальной лаборатории, в Международной школе по ядерной безопасности в Корее. За 9 лет работы я сотрудничала и работала с Казатомпромом, с Росатомом, с государственными учреждениями, с промышленными и медицинскими предприятиями, Тургай Петролиум, АО «Кузет», сеть клиники «Рахат», сеть стоматологических клиник «Евродент», а также государственные медицинские учреждения. Сегодня я вам расскажу о лицензировании по обращению с установками и приборами, которые генерируют ионизирующее излучение. Это самая распространенная и популярная лицензия. В этот список входят все медицинские рентгеновские аппараты, все промышленные рентгеновские аппараты. В медицинские рентгеновские аппараты туда входят как компьютерные томографы, маммографы, ангиографы, стоматологические рентгеновские дентальные аппараты, рентгеновские терапевтические установки. То есть список очень большой, могу перечислять бесконечно. Промышленные рентгены туда входят рентгеновские дефектоскопы, рентгеновские спектрометры, датчики, анализаторы, рентгеновские досмотровые установки, если вы знаете, в аэропортах, на вокзалах используются для досмотра багажа, груза, транспортных средств. Полный список всех видов рентгеновского оборудования вы можете увидеть в законодательстве Республики Казахстан. Компании и организации, которые эксплуатируют рентгеновские установки, должны в обязательном порядке получать лицензию и заключение СЭС о том, что сама установка безопасна и работает без отклонений. Организации, которые планируют эксплуатировать, использовать рентгеновские установки, ну, в частности, например, медицинские установки, у них стоит вопрос, во-первых, как правильно установить рентген, в каком помещении. Есть требования, что не везде можно поставить там рентгены, то есть не во всех помещениях. То есть есть минимальные требования, которые по площади, по помещению и так далее. То есть организации как бы не знают технических тонкостей. Моя задача помочь компаниям, там, медицинским учреждениям, подсказать им, где и как поставить тот же рентген, какие требования предъявляются к данному рентгену, к персоналу, в том числе, например, к помещению, что помещение требует не только простого ремонта, что там элементарно стены должны быть там баритовой штукатуркой, свинцовая дверь должна быть, да, соответствующий микроклимат там, в этом кабинете, да. Смежные помещения не должны соприкасаться с жилыми там помещениями. Сбор, подготовка, разработка всех необходимых документов на лицензию по обращению с приборами и установками, которые генерируют ионизирующее излучение, занимает от нескольких недель до месяца. То есть это двусторонняя работа. Помимо специалиста, который все это собирает и разрабатывает документы, также и сам заказчик должен как бы помогать, оказывать содействие, потому что имеются такие какие-то тонкие технические нюансы, где ведется двусторонняя работа с лицензиатом. Все рентгеновские аппараты, начиная от стоматологических, заканчивая до компьютерных томографов, то есть эти аппараты дорогостоящие, и, соответственно, они требуют определенное особое отношение, чтобы безопасно было работать и персоналу, и пациенту, и сам аппарат работал как бы безопасно. То есть есть какой-то минимум, который надо помимо лицензии выполнять также во время эксплуатации рентгеновского аппарата.
Ко мне обратилась одна стоматологическая клиника, у которых кабинет сам не соответствовал санитарным нормам, то есть площадь кабинета была маленькая. Все документы были в порядке, там персонал обучен и так далее, но сам кабинет не соответствовал требованиям. То есть и территориальный орган, который выдает заключение СЭС, они не выдавали это заключение. И без этого заключения мы никак не могли идти дальше. Единственное, что надо было сделать, снести стену, расширить кабинет, и это были дополнительные расходы, дополнительные затраты. Это надо было узаканивать, и это у нас заняло почти больше, чем полгода. Вот такие нюансы встречаются часто. Многие из-за незнания совершают какие-то ошибки, и аппарат простаивает, может быть, и полгода. То есть сам аппарат дорогостоящий, чтобы его оправдать, важен каждый день.